Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Мягкие воздушные сдобные пирожки со сладкой яблочной начинкой приготовим сегодня. Тесто очень вкусное, сочная начинка не мешает ему хорошо подняться. Яблоки свежие, но при этом похожи на джем. Обо всем по порядку. Давайте начнем. 25 граммов свежих дрожжей или 8 граммов сухих. Смешиваем с 5 граммами сахара и теплым молоком в количестве 230 грамм. Ставлю на весы. Размешиваем до полного растворения крупинок. Хочу заметить, что количество дрожжей напрямую зависит от количества сдобы в тесте. Чем больше масла и яиц, тем больше нужно дрожжей, если вы хотите действительно получить пышную выпечку. Добавляем 100 граммов муки. Размешаем. Если остаются мелкие комки, это не страшно, разойдутся. Накрываем опару, оставляем на 30 минут при комнатной температуре, чтобы дрожжи набрали силу, так как тесто сдобное. Спустя 30 минут можете посмотреть, что произошло. Опара взялась пенкой, стала пышная, появилось много пузырей. Ее следует хорошо перемешать и можно добавлять остальные продукты по рецепту. Высыпаем 75 граммов сахара, 7 граммов соли. Выливаем 25 граммов растительного масла комнатной температуры. Яиц в тесте нет. Если хотите, то можете добавить 1-2 яичных желтка. Тесто получится только нежнее. Можно постепенно вводить муку до более густого состояния теста. Когда сложнее становится мешать лопаткой, переходим на рабочую поверхность. Подмешиваем мягкое сливочное масло частями, чередуя с остатками муки. Всего по рецепту муки я отмерила 350 грамм, не считая той, которая была использована для опары. Сливочного масла понадобилось 80 грамм. Если тесто уже держит форму, то муку остальную просто не добавляйте. Либо если наоборот, тесто еще до сих пор расплывается, бывает такая мука с меньшей плотностью, то всыпайте еще немного муки, добавляя ее совсем понемногу, буквально по столовой ложке, добиваясь вот такого результата. Тесто должно быть нежным, мягким, не липким. Вымешиваем его около 3-5 минут, не ленимся. Тесто обязательно накрываем, ставим в теплое место на 60 минут для брожения. Что касается яблок для начинки, то я выбираю всегда плотные и сочные. Их обязательно нужно очистить, нарезая на небольшие кубики. Взяла 3 средних яблока и в очищенном виде все получилось на 600 грамм. На сковороде нагреваем, не мешая, сахар. Сахар берем по вкусу, в моем случае это 50 грамм. Пока он плавится, смешиваем 20 граммов кукурузного крахмала и 1,5 чайных ложки молотой корицы. Сахар растаял, получилась карамель. Выкладываем в нее яблоки и быстро перемешиваем с помощью лопатки. Используйте именно силиконовую. Карамель с нее лучше отстает. Когда яблоки начнут выделять сок, карамель будет таять, таким образом пропитывая вкусом и сладостью кусочки яблок. Кстати, нагрев максимальный. Когда влага испарится, добавляем в яблоки кусочек сливочного масла весом 20 грамм. Перемешаем, масло растает. И выключаем начинку. Снимаем ее с плиты и добавляем крахмал с корицей. После перемешивания начинка сразу становится стабильней. Таким образом, она не будет мочить тесто внутри пирожка, тесто будет пышнее, но при этом яблоки внутри остаются сочные. Начинку необходимо остудить до слегка теплого состояния. Час прошел незаметно, тесто увеличилось в объеме хорошо. Даже больше, чем в 2 раза.
Обминаем его для того, чтобы выпустить скопившийся внутри газ. Разделим далее на 12 частей. Вес каждого кусочка около 70-75 грамм. Кусочки следует снова обмять, скатывая круглые шарики. Как видите, тесто совсем не липкое, при этом очень пластичное, нежное, мягкое. Для разделки мука совсем не нужна. Накрываем шарики заготовки на 10 минут. И можно лепить пирожки. Раскатываем тесто не очень тонко, чтобы тесто было пышнее. Посмотрите, как удобно тесто раскатывается. Края получаются ровные за счет того, что мы каждый кусочек округляли в ровный шарик. И при раскатке мука тоже не понадобится. Тесто хорошее, не прилипает. В середину кладем начинку. Получается примерно по 40 грамм на каждый пирожок, если быть точным. Лепим пирожок. Прошу обратить внимание на то, что по соединительному шву следует пройтись несколько раз для крепкого соединения, так как тесто масляное и шов может просто разойтись при расстойке, даже если он будет внизу. Швом пирожки укладываем на противень. Для выпечки я использую бумагу силиконизированную. Она уже пропитана и смазывать ее дополнительно не требуется. Пирожки почти готовы. Смазываем их сразу яичным желтком, смешанным с чайной ложкой молока. Присыпаем сверху сахаром. Оставляем пирожки, не накрывая, без сквозняков на 15 минут, пока разогревается духовка. И уже перед выпечкой протыкаем в нескольких местах для выхода пара. Можно выпекать. Температура в духовке 200 градусов, время 20-25 минут. Если духовка электрическая, температура в ней должна быть меньше, около 170 градусов, и время выпечки занимает 15 минут, обычно включая низ и конвекцию. Пирожки необходимо слегка остудить, лучше сделать это на решетке, чтобы низ не мок от горячего противня. Переносим вместе с пергаментом. И наконец-то можно пробовать. За 15 минут за счет смазывания теста желтком с молоком мы получили очень румяные и аппетитные пирожки. Аромат на весь дом. Сахар сверху слегка расплавился. Тесто мягкое, пористое, нежное, воздушное. Отчетливо чувствуется сдоба. Начинка сочная, при этом не водянистая. При откусывании яблоки не выпадают. По вкусу сразу понимаешь, что внутри свежие яблоки, а не варенье. Но структура начинки напоминает джем. Вкусно, советую и вам попробовать. Ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Пока!